Привет! Когда мы делаем разбор какого-то трека, то я иногда пишу на доске или говорю: вот, ребята, в этом треке мы слышим played. Примерно там 2,5 секунды с большим преддилеем. А вот в этом треке мы слышим whole. И человек меня спрашивает: а скажите, чем отличается played от whole и как научиться отличать это на слух? Вот давайте об этом мы сегодня и поговорим и попробуем научиться отличать whole и played. Откуда появился алгоритм played? В далекие 60-е и 70-е годы, когда не было цифровой реверберации, для записи использовались реверберационные камеры, либо ревербераторы на основе металлических пластин. Металлическая пластина возбуждалась звуковой волной, она колыхалась и создавала эффект, который назывался played. И чем же характеризуется played? Металлическая пластина, когда она колеблется, она характеризуется незатухающим верхом. То есть высокие частоты не затухают. И если played стоит 2,5 секунды, то все 2,5 секунды вы слышите ровно незатухающий верх. Теперь давайте поговорим вообще об акустике помещений. Предположим, у вас есть хороший концертный зал, спроектированный акустикой, где есть уловители подушки, всякие поглощающие панели, отражающие панели. И чем тогда будет характеризоваться такое помещение? Прежде всего, поглощающие материалы будут в большей степени поглощать высокие частоты. И в таком помещении верх у вас будет не такой, как у плейта. Он будет затухать гораздо быстрее, чем средние и низкие частоты. Соответственно, алгоритм whole характеризуется более быстрым затуханием по высоким частотам. Еще один вариант. У вас есть, допустим, деревянная комната. Чем характеризуется дерево? Дерево прекрасно поглощает самые высокие частоты. Но зато в верхней середине этого сказать нельзя. Верхняя середина отражается. И, соответственно, деревянная комната у вас будет звучать с затухающим верхом, но не затухающей верхней серединой, нижней серединой, да и низом. Это такой будет у вас теплый, мягкий звук. Собственно, вот чем определяются все эти параметры. Теперь у меня есть такой калькулятор. Многие говорят: а что это у вас там за калькулятор стоит какой-то дореволюционный? Вот этот вот. Это аппарат Lexicon 480. Это индустриальный стандарт 90-х и до нулевых годов. Фактически это не ревербератор, это его remote control. То есть здесь мы управляем его параметрами. А сам ревербератор стоит вот там вот у меня в рейке. Я вам потом покажу его фотку. Фотка будет вот здесь. У меня есть мультитрек, из которого я взял барабаны. Это рок-баллада в очень медленном темпе, поэтому малый барабан играет медленно, и все хвосты мы будем очень хорошо слышать на малом барабане. Плюс там есть еще обод, римшот и сам малый барабан. Сигнал от малого барабана через шины AUX Amica Media 5.1 передается на 480 лексикон вот туда. Здесь мы им управляем, а возвращается он на стереовходы пульта, вот эти вот голубенькие. Вот этот первый, это и есть 480 лексикон. Итак, вот такие барабанчики. И вот это вот барабанчики с лексиконом 480. Давайте начнем с плейтов. Плейты, как управляются 480-е? Сначала выбираем банк, дальше номер программы. Snare plate мы слышим незатухающий верх. Пройдемся по алгоритмам plate. И теперь давайте сравним с холлом.
Много воздуха и мягкий верх. Latch and Stage. Medium и Small. Посмотрим, что еще есть. Большая церковь с огромным куполом. Чуть-чуть прибавлю. Церковь поменьше. Ну вот, мы с вами послушали плейты и послушали холлы, да? И теперь я уверен, что каждый из вас в любом миксе сможет сказать: «А, это плейт» или «А, это холл». Потому что если у вас, у вокалиста S сыпет, то вы понимаете, что это плейт. Если S не сыпет, значит это холл. Все очень просто. Теперь давайте рассмотрим параметры, какой параметр за что отвечает и как они, собственно, настраиваются и управляются в лексиконе 480. Теперь давайте поговорим о параметрах. Все параметры управляются вот этими ползунками, и состоят они из нескольких страниц, на некоторых алгоритмах до 4 страниц. И для того, чтобы выбрать тот или иной параметр, мы просто нажимаем кнопочку под ним. Время реверберации для, допустим, давайте возьмем Latch and Stage. Время реверберации 2,19 секунды. Как это работает? При минимальном времени у нас фактически остается только раннее отражение. Следующий параметр очень интересный. Это size. Для Latch and Stage этот параметр измеряется в метрах и равен 37 метрам. Максимальное значение 38. Увеличилось время реверберации. Было 2,19, стало 2,24. Теперь я могу уменьшить размер минимальный 4 метра. При этом время реверберации тоже уменьшилось одновременно. 4 метра это очень маленькое расстояние, это туда-обратно 23 миллисекунды потратить на то, чтобы пройти до препятствия и вернуться к вам. При размере 4 метра я могу сделать очень длинное время реверберации. Получился тоннель. Но слышно, что расстояние между стенками очень маленькое. Размер 14 метров. За счет большого времени хвост звучит очень длинно.
Два очень интересных параметра. И spread. Shape – это форма хвоста, а spread – это распространение. Для алгоритма Latch in Stage shape стоит 126, spread 179. Если мы увеличим shape, то хвост начнет быстро нарастать, вместо того, чтобы линейно затухать. То есть изменилась форма затухания. Если я его поставлю в 0, то мы будем иметь практически линейную характеристику затухания. Подбирая эти параметры, вы можете изменить характеристики помещений. Параметр spread, он очень связан с параметром shape. Быстро нарастает и затухает резко. Сейчас практически линейно. Теперь давайте посмотрим на параметры, какие параметры зашиты в стандартных пресетах. Вернемся, допустим, в банк 4 Snare Plate. Время реверберации 1,84. Размер 16 метров. Cutoff фильтр Full Range. То есть верхний затухает вообще. Изменяя его, мы можем перейти из плейта обратно в холл. Очень важный параметр – это diffusion. Это насыщенность хвоста реверберации. Для этого алгоритма она стоит почти на максимальное значение, максимальное 99. Если я уберу сейчас diffusion, хвост стал жидким, и мы слышим четкие повторения. Слышим дилей внутри этого хвоста. Как только мы увеличиваем diffusion, хвост становится более насыщенным и более ровным. Ну и давайте посмотрим то же самое на холлах. Ну, я уже слышу, что diffusion здесь почти максимальный. Size тоже мы смотрели максимальный. Cut-off стоит на 2 кГц. Это дает нам мягкий затухающий верх. Так это уже будет плейт.
Но, надеюсь, это видео вам что-то прояснило, и оно было интересным. Я думаю, в любом случае интересно посмотреть, как работает оригинальный живой железный прибор и как один параметр влияет на другой и на общую характеристику звука. Давайте мы теперь посмотрим на плагины и посмотрим, как там организованы эти параметры и какой за что отвечает и как они влияют на общую характеристику звука. Итак, у меня все тот же мультитрек. Я поставил FX Channel Track, поставил на него бюджетный Reverb и вывел его на стереопару 23-24 канал. Для того, чтобы у нас была возможность сравнить, я оставил и 480 лексикон. Сейчас скажу, с каким алгоритмом. Latch and Stage. Но внешне все параметры очень похожи, немножко их поменьше. Преддилей, время реверберации, размер, только там он измеряется в метрах, здесь он измеряется в условных единицах, в рублях, наверное. Diffusion и Decay. Decay, вот этот очень интересный параметр. Есть отдельно громкость ранних отражений и громкость поздних отражений. Плюс ручка Dry Wet. И потом есть еще очень хорошее интересное окошечко, но есть свой эквалайзер, Reverb Damping. Вот об этом мы поговорим отдельно. Сначала давайте послушаем пресеты. Итак, первый пресет будет у нас, допустим, возьмем Hall и какой-нибудь Latch Hall. Cut фильтр поверху стоит, Diffusion 80, Size 84, время реверберации 2 секунды с небольшим и Decay 2 какой-то, да? Medium. Ну вот Medium уже напоминает Plate. Vocal Hall. Очень короткий, я так понимаю, да, хорошо, ладно, по параметрам чуть попозже расскажу. Плейты, давайте послушаем плейт. Drum Room, Drum Plate. Достаточно короткая реверберация, 1 секунда. Давайте поищем что-нибудь длинное. Fat. Да, то же самое с незатухающим верхом. Ну еще что-нибудь. Big One Plate. Ну, большой теплый плейт с затухающим верхом. Не думаю, что это очень хорошо. Вот Fat Plate мне понравился. Давайте мы с ним и поработаем, и на основе него послушаем все эти параметры. Итак, время реверберации. Ну, понятно, как оно работает. То есть оно показывает нам, сколько секунд будет звучать тот или иной плейт. Как работает Size? Если вы помните, в 480-м изменение размера приводит к изменению времени реверберации. Посмотрим здесь, так ли это или нет. Здесь это не так. Изменяя Size, мы не меняем время реверберации, остается неизменным. Но в этом может быть.
Ну, первое, что меня смущает, это при длинном времени реверберации, помните, на лексиконе у нас получился такой узкий длинный тоннель, и мы прямо слышали, что это маленькое пространство, и расстояние между стен очень маленькое. То здесь этого не ощущается, да, то есть если у нас стоит хвост там 3 секунды, а сайз минимальный, я не чувствую, что это маленькое пространство. Я все равно воспринимаю его как очень большое пространство. Но при этом, если мы меняем время, да, более похоже становится на то, что пространство тоже сжимается, меняется. Итак, минимальный сайз. Ну, я слышу, что она стала длиннее, но при этом она просто очень резко обрубается. Но сказать, что влияет как-то на размер помещения, не скажешь. Размер помещения как-то не меняется. На размер помещения больше всего влияет время. Ну вот, похоже на shape. То есть при большом размере shape хвоста поменялся, похоже на то, как на лексиконе 480 работает shape. Так, теперь diffusion. Diffusion, если вы помните из прошлого видео, это густота вот этого хвоста. Сейчас она стоит 100%. Да, появилось то же самое, как и в 480-м, появились четкие отражения внутри хвоста, и хвост стал жидким. Ну, еще раз. Да. Decay – это тот параметр, который в 480-м называется shape, форма хвоста. Сейчас она стоит линейная. То есть вот это вот нарастание и спад, он линейен. Хотя мы вот этого не видим, да, нам это не видно. Теперь это стало похоже на гейтированную реверберацию. То есть хвост звучит ровно и потом резко обрубается. Чем больше дикей, этот параметр, он у меня ассоциируется с параметром релиз, допустим, на гейте. То есть есть hold и есть релиз. Релиз – это равномерность, плавность хвоста, когда он спадает. Преддилей – это время, когда к вам приходит первый отраженный сигнал. То есть, увеличивая преддилей, вы отодвигаете этот хвост дальше. Работает точно так же, как на 480. Ну, вот этот вот параметр очень интересный. Есть возможность регулировать уровни сигналов первичных отражений и поздних отражений, ранних и поздних. Если мы уберем поздние отражения, то останутся только вот эти вот дилеи, которые ранние первичные отражения.
Да, на барабанах частенько используется такая реверберация вот с такими яркими повторами и жесткими отражениями. Вот, теперь я хочу вам рассказать вот об этом окошечке. Это окошечко, оно отвечает за то, как быстро затухание происходит на тех или иных частотах. То есть если мы говорим, у нас алгоритм, я сейчас отключу эквализацию, поскольку она нам будет мешать. Вот. Если мы делаем, здесь опускаем высокие частоты, то вверх затухает быстрее. Если мы его поднимаем, то вверх практически не затухает. Это так же, как мы переходили на 480-м. По сути, вот это у вас будет plate, а вот это у вас будет hall. Но есть еще вторая ручка, которой вы можете регулировать частоту и затухание на низких и средних частотах. Эквалайзер здесь не очень удобный, поэтому если вы пользуете этот плагин, лучше поставить сторонний эквалайзер, эквализации отрезать то, что вам не интересно в плане самого низа. Послушайте, как это звучит. Вернем наше раннее отражение, вернем decay, diffusion 100%, да, и время у нас... Ну вот, собственно, и все с этим плагином. С другой стороны, все остальные плагины, которые есть у вас, и есть у нас, и есть в бесплатном обращении, они работают примерно одинаково и очень похожи на вот этот плагин. Где-то какие-то ручки добавлены, некоторых можно формировать прямо мышкой вот форму этого хвоста. Но, в принципе, если вы понимаете назначение каждой из этих ручек, то вы сможете справиться, наверное, практически с любым плагином, с любым прибором. Надеюсь, что это было вам полезно. Всем хороших миксов, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!